Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, Ильич. Я к вам обращаюсь с большой просьбой дать нам кое-какие разъяснения о тех новых инструментах, которые появились у нас. Так вот, Всемирный банк суверенный ордена госпитальеров объявил об эмиссии первой в мире золотой криптовалюты. Также банк на своей платформе создал первый в мире криптобанк. Вот, мы бы хотели уточнить и получить разъяснение, чем он отличается от существующих до этого времени платформ, да, различных. Какое его преимущество? Вот, что вы нам можете рассказать? Мы все с вами прекрасно понимаем, что на сегодняшний день происходит очень тяжелый период кризиса, не только финансового, но вообще системного кризиса во всех, наверное, сферах организованного бытия, идеологических, религиозных принципов, ну и в том числе, естественно, финансов. Потому что финансы являются основной энергией, которая, в принципе, регулирует все обменные процессы, все торговые отношения и все, так сказать, уровни жизни нашего народа, нашей страны и народа, так сказать, других стран мира. Вот, потому что на финансы поставлена это та энергия, которая позволяет человеку, так сказать, совершать везде, так сказать, платежные и обменные процессы по всему миру. Естественно, хочу, прежде чем разъяснять данный поставленный вопрос, немножечко пояснить, что сейчас происходит. Происходит сейчас следующее, что система, она одна. Нет такой системы или такой системы. Есть система одна, и в этой системе есть контур, так сказать, деструктивной фиатной структуры. Вот этот деструктивный контур фиатной структуры, он лишен любых энергий, любого смысла вообще существования, когда значит, рисуют и создают мыльные пузыри. Эти мыльные пузыри создаются только лишь с целями глобального мошенничества, значит, чтобы платежные средства, находящиеся и скопившиеся, так сказать, в одних кошельках, чтобы перетекли создателю мыльного пузыря, и создатель мыльного пузыря, разрушив потом этот мыльный пузырь, так сказать, привел дальше к созданию нового мыльного пузыря. Так вот такими волнами, но волнами преступными и деструктивными была выстроена фиатная финансовая структура на основании Ямайского соглашения. То есть Ямайское соглашение изначально подразумевало очень четкое производство и использование фиатных средств именно по целевому назначению, именно проектного финансирования и правильного расписания капитализации. То есть расписали, как всегда, все правильно, но управленцы коины и евреи, которые, так сказать, стояли за многими финансовыми институтами, которые, так сказать, проникли и взяли господство в этом фиатном финансовом контуре, к сожалению, все использовали совершенно наоборот. Совершенно наоборот что? То есть задача и контроль как раз за правильным использованием фиатных средств, пустых, да, условных денег, которые, не денег, а платежных средств, валют условных, которые должны были пройти сначала, чтобы обрести свою ликвидность, там, М2, М3, М4, да, вот эти, они должны были пройти именно процесс создания какой-либо ценности материальной. Да, и вот когда он создает материальную ценность, после этого эта валюта считается отработанной, она переходит уже в следующий разряд, и в том числе и заходит до разряда денег М9, это уже торговые деньги, которые уже, так сказать, выполнили свою, так сказать, миссию, функцию по капитализации какого-либо проекта или программы в данном мире, так сказать, появились наполнения. Соответственно, система подразумевала, что когда такой процесс проектного финансирования целевого через условные, так сказать, я повторю, пустые фиатные деньги должен был состояться, то когда завершается процесс капитализации, когда фиатные деньги отрабатывают свой процесс, то уже ценность, которую они создали, она должна системой была подкрепляться вводом в баланс системного банковского золота для того, чтобы уже подкрепить эти фиатные отработанные деньги, значит, обеспечением. Но так как к управлению вообще финансовой системы, вот после Ямайского соглашения особенно, пришли абсолютно невежественные люди, которые не понимают ни в системах, не понимают ни в деньгах, не знают, не ведают основ, лишь бы дорваться до управления какими-то уже созданными электронными механизмами в виде монетарных механизмов, в виде платежных систем, они просто-напросто начали заниматься
преступной криминальной деятельностью, на деньгах создавать деньги еще более, на фиатных еще фиатные, и на пустоте создавать пустоту. Вселенная и природа не терпят таких явлений. Эти явления лишены любой логики. В том числе, если вы сейчас возьмете логику про криптовалют, такие как биткоин и так далее. То есть, что у нас получается? У нас получается, что фиатные деньги, коими являлись облигации US Treasury, казначейства США, заходили в банковскую систему через Morgan Chain и через Банк Федерального резерва. В этой банковской системе эти облигации обретали конвертацию с большим плечом, то есть еще увеличены вот эта пустота и долговые обязательства, то есть небылицы, увеличивались еще в цифре, то есть раздувался мыльный пузырь вот этот воздушный. И уже появлялись не деньги, а валюты, currency, доллары, так сказать, вот эти фиатные. И эти фиатные доллары запускались тогда, так сказать, определенными системами, запускались в экономику, то есть в банковскую систему, в том числе вручную прогружались, потому что там нет автоматических шлюзов, не было никогда. Это ФЭД создал преступную такую систему, которая называется кэш. Эта преступная система, она не подкреплена ни одним нормативным правовым актом, ни одним международным актом, ни одним суверенным актом. Это просто было сделано мошенничество, был сделан определенный контур, который никак автоматически не был зашлюзован за другим уровнем мировой финансовой системы. Это там тот же Blue Screen, Gray Screen, Black Screen. А поле кэша, оно существовало отдельно. И сидел некий человек, который когда-то возглавлял глобальный фонд, обеспечительный фонд Федерального резерва, то есть был генеральным директором, генеральным менеджером Global Assets Foundation Federal Reserve System. Тиерна Лосамбо Тариоба Джозеф, который в горах под защитой, под надзором, так сказать, в неопределенном месте секретном сидел и вот вручную, получая скрины, просто вот эти вот, да, прогружал вот это поле кэш, и тем самым эти деньги заходили в систему ЧИПС, и система ЧИПС уже обеспечила все платежные системы, которые человек может применять в магазинах, в маркетах и переводить их как кэш. То есть существовала финансовая система, они ее отрезали и сделали систему кэша. Вот эту систему кэша они грузили вручную. Это преступная деятельность, она была остановлена. После этого системы кэш скоро вообще в понимании, так сказать, не будет. Это я просто хочу сказать в будущем. Так вот, представьте себе, на это пустой доллар был сделан, вот когда появились технологии блокчейн, когда начали люди создавать какие-то криптовалюты, которые имеют какие-то криптовые стабильные единицы, но риски заключаются в самой технологии, то есть это жизнеспособность серверной системы, которая держит вот эти условные единицы, вот этих кошельков и так далее, хотя это очень рисковая ситуация, в будущем чуть-чуть попозже объясню, в чем она заключается. И вот представьте себе, что тут же для того, чтобы регулировать вот этот процесс криптовалют, опять вот эти, значит, коины сделали ту же самую схему, которую они прокладывали, когда-то использовали в долларах. То есть не они, а это была сделана схема до них. Они ее использовали и сделали, так сказать, виртуальный криптодоллар, который на сегодняшний день называется USDT. Вот этот криптодоллар что подразумевает и в чем здесь мошенничество, я вам сейчас объясню. Для того, чтобы... Вот есть криптоплатформы, криптовалюты, которые объединены, вот эти криптоплатформы между собой. И есть контур банков и банковских счетов, где, так сказать, ходят вот эти пока платежные средства М9, которые мы сейчас пока оставили в систему торговые деньги, чтобы люди могли в магазине покупать хлеб, но на эти суммы, которые мы оставили вот в поле кэш, непосредственно М9, не устроишь Третью мировую войну, к чему мы и стремились, убрать средства у врагов человечества, чтобы они не устроили Третью мировую войну. Вот в этом нижнем, так сказать, банковском фиатном контуре и соединяющем контур вот криптовалютной платформы, так называемое соединение RAM, которое позволяет, значит, трансформировать фиатные деньги в криптовалюты и криптовалюты обратно в фиатные деньги. Это соединение называется RAM. Так вот, рельсами, то есть проводником в этой системе был придуман криптодоллар. Криптодоллар, который называется USDT. На самом деле не доллар держит курс USDT, а USDT держит сейчас курс вот этого фиатного доллара.
И я хочу объявить людям, что на самом деле сегодняшний день все биржи, так называемые, которые существуют, они все находятся в одних практически руках, в руках одного преступного сообщества. Это преступное сообщество, и эти биржи не выполняют функцию бирж, они регулируются вручную, регулируются кнопками. Все эти торговые индексы, которые давно уже провалились, держатся просто-напросто в ручном приводе. И СМИ выполняют свою работу, дурача всех остальных стран и народ, население, что вот это платежное средство чего-то стоит. Таким образом, они придумали удержать доллар, так сказать, пустой доллар на плаву. Это недолгая схема. Почему? Пузырь заключается в следующем. Вы должны все знать, все любители, так сказать, фиатных криптовалют, что происходит сейчас на самом деле в плане USDT. Ну, соответственно, в этом вообще, я считаю, извращенном и сумасшедшем биткоине. И вот эти новые, так сказать, криптовалюты уже гибридные, которые были изобретены, так сказать, ложей Абейтон и кланом Рокфеллером с BlackRock'ом, да, на их, так сказать, перед их неокончательной смертью, которую они изобрели. Так, в чем заключается фокус? Фокус заключается в том, что когда человек покупает криптовалюту USDT, он перечисляет фиатные деньги на какой-то счет. На этот счет уходят фиатные деньги. Эти фиатные деньги должны автоматически, как говорится, образовать, отражать уже вот это крипто-деньги, которые называются USDT, криптовалюту, которая называется USDT. Вот эти фиатные платежные средства, не деньги, деньги это только казначейский билет, я немножко оговорился. Фиатные валюты, заходя на этот счет, чей-то, кто держит его, а держат его те, кто сейчас узурпировал под себя вот, и создал вот эту криптовалюту USDT. Там собираются деньги. И тут же идет отражение вот этого USDT. Но это обычное банковское мошенничество, которое в основном сейчас использовали, ну, как бы преступные кланы банковские. Деньги собираются большим-большим-большим потоком. Отражается это все USDT. Люди имеют на счетах, вот на криптоплатформах, это USDT, трансформируют его в любые другие криптовалюты, так сказать, но USDT это является рельсами, расчетами, через которые происходят все конвертации и трансформации платежные других криптовалют, и через которые соединяется криптовалютная платформа и платформа банковской, фиатных банковских счетов. То есть вот через этот счет. Поверьте мне, что там сейчас происходит. Происходит там следующее, что огромные капиталы вкачали вообще в пространство криптовалют. Все это сделали через USDT, то есть на каких-то счетах, на этих счетах накопились большие фиатные платежные средства, фиатные валюты. Эти фиатные валюты, естественно, были похищены для тех кланов преступных, которые, так сказать, организовали этот мыльный пузырь, эту аферу, и оставили только тот процент фиатных валют на корсчетах, чтобы обеспечивать платежную ликвидность. Но они очень-очень боятся, что человек сейчас, люди, владельцы, так сказать, USDT и других криптовалют, начнут трансформировать с криптовалюты в фиатные деньги. А денег-то на корсчетах нет, деньги-то уже украдены, пузырь-то уже раздут. Из этого выгребли все. И получается, что опять будут придумывать отмывание денег. Вот вы не имеете права, где вы взяли криптовалюту, у вас будут все блокировать и ничего у вас нет. То есть люди живут сейчас, те, кто влезли в эту криптовалютную тему большими объемами, они живут сейчас в иллюзии. Это иллюзия, так сказать, на тех электронных кошельках, где они видят вот эти биткоины, где они видят там USDT и думают, что у них огромное количество, так сказать, средств, в любой момент они могут ими воспользоваться и могут это все сделать. Это совершенно не так. На сегодняшний день пропускная способность по конвертации фиатных денег в криптовалюту очень сильно контролируется банками и центробанками. Почему? Да не с той целью, что вы отмываете деньги или еще что-нибудь. Какие можно отмыть деньги на 50 тысяч долларов? Да никакие вы деньги не отмоете. Но вас уже задают вопросы с целью, чтобы вас схапать эти деньги, заблокировать и так далее. Потому что вы создаете опасность этому мыльному пузырю, который они уже сделали. Вот этот воздушный пузырь, этому мошенничеству. И поэтому придумывают всякие разные страсти, чтобы вы уже этот полтинник даже не перевели, там 1000, 5000. И будут это зажимать до тех пор, пока вообще, так сказать, вас отучат от того, что у вас какие-то есть там криптовалюты, и вы их как-то можете пользоваться.
Это все к этому идет, мои хорошие. Почему? Да потому что основа всему – пустота. Пустота – это фиат. Если есть пустота, то в этой пустоте, вы уж извините, вы за ней тянулись, вы ее нарабатывали, вы с ней и останетесь. В связи с этим мы понимаем прекрасно, что вот эти остатки еще, так сказать, запрещенных организаций, такие как BlackRock, как другие, так сказать, финансовые мошеннические организации, и не только финансовые, они лезут и в политику, и в СМИ держат, контролируют, и контролировали много чего. Сегодня BlackRock, кстати, лишен всех статусов о том, что он контролирует бизнес, что он контролирует СМИ и то, что он контролирует финансы. Статусов нет. BlackRock сейчас просто старается как-то выцарапаться, придумать вот эти новые мошеннические механизмы и каким-то способом еще просуществовать. Это у него не получится, и все контрагенты, которые работают с BlackRock, только попадут в определенную деструкцию и в определенную как уголовную, так и духовную ответственность. Это я вас предупреждаю, будьте внимательны. Я желаю вам здоровья и счастья и разума, чтобы вы понимали, как и с кем определять своих партнеров. Поэтому я хочу вам сказать, что мыльный пузырь вот этого биткоина, то что такое биткоин? Это вот представьте себе пустая облигация США вышла, сделана пустая раздутая криптовалюта, да, которая называется, ну, к примеру, там USDT, да. Потом, значит, сделан такой же пустой абсолютно биткоин, да. И вот этот, когда я увидел объявление, что этот пустой биткоин, значит, нужно, значит, обязали, так практически, Citigroup, чтобы они под этот пустой биткоин выпустили еще банковские облигации какие-то, да, то я вообще просто ошалел. Я понял, что, значит, менеджеры, которые находятся в психбольницах, гораздо, наверное, профессиональнее, логичнее и разумнее тех менеджеров, которые сейчас на сегодняшний день занимаются вот этой вот, так сказать, в кавычках, финансовым структурой. Вот. Поэтому, дорогие мои, я хочу вам сказать примерно, как все происходило у этих бандитов, чтобы вы поняли, что было за последние 2-3 месяца и что такое вот эта новая афера с вот этими новыми криптопродуктами, которые сейчас они искусственно на клавишах раскручивают, поднимают и стараются, так сказать, этим самым повлиять на ваше сознание и вытащить у вас остатки работающих платежных средств, которые, так сказать, им сейчас в данный момент необходимы. Вот, для того, чтобы делать дальше преступления против человечества, финансировать терроризм, финансировать войны, финансировать все. Им нужна вот эта смута на земле для того, чтобы организовать. Потому что их время закончилось. Уходить они не хотят так просто. Они хотят как можно больше жертв, как можно больше горя принести роду человеческому. Ну, мы тут, так сказать, постараемся так сделать, чтобы у них, так сказать, это практически не получалось. Так вот, вопрос заключается в том, что в свое время, когда М1 и White Spiritual Boy непосредственно отозвали все активы из-под мировой финансовой системы в целях предотвращения Третьей мировой войны и остановки деструктивной, вот этой токсичной, античеловеческой финансовой, я бы сказал, не системы, а структуры в финансовой системе, то, значит, после этого у них было очень много разных, так сказать, придумок, глупостей, которые они, так сказать, и USDT, и еще что-то, что они готовили. Все это, так сказать, встало под определенные блоки в пространстве, развития никакого в этом плане не будет. И в связи с этим они выбрали следующую, так сказать, позицию. Они поняли, что они подумали, что технология блокчейн не поддается, так сказать, сознанию, уже не искусственному интеллекту, а сознанию, которое уже регулирует искусственный интеллект, да, светлому сознанию. Также они подумали, что это не поддается М1, что М1 не может повлиять на технологию блокчейн, и вот в технологии блокчейн за этими крипто, так сказать, продуктами они смогут организовать какой-то вид нового мошенничества пустого, на котором они смогут пересадить, вот, так сказать, платежные возможности человечества. Вот, и функции человечества. Естественно, это большая глупость в этом плане. Почему? Объясню. Значит, тогда они что сделали? Украденные из верхаусов у М1
боксы, купленные за бесценок, украденные, выкранные боксы с бондами, боксы, так сказать, с историческими там, ценными бумагами там, и так далее, которые уже на основании декрета номер 4 М1 лишены всего обеспечения и всех активов, но они читать не умеют документы, поэтому они это нахапали. А чтобы это нахапать, а куда это всунуть, когда система их финансово не принимает, и они, значит, собрали своих вот этих айтишников, подмяли под себя Binance, подмяли под себя, так сказать, разрабатывали изначально вот эту аферу с биткоином и говорят, давайте мы это все засунем, вот это пустое, безэнергетичное, без актива, вот эти бумажки, которые краденые, мы засунем сейчас и сделаем на основании них, вот объявим, что мы сделали на основании них, произвели вот эту криптовалюту биткоин, так называемый. Вот, ну, значит, сумму, которую они объявляли изначально в эфир, она была то, что в биткоине находится всего $1 триллион, на самом деле обманули, они около 20 триллионов долларов с лишним произвели в этот биткоин. И каково было удивление, а для того, чтобы произвести вот этот биткоин, это же нельзя поставить сразу 20 триллионов, это надо организовать целые системы кошельков. Эти системы кошельков централизованно должны прогружаться и вот распределяться, и вот этот созданный криптопродукт должен был разойтись по этим кошелькам. И вот этими системами кланы, которые там собрались, преступники античеловеческие, должны были, так сказать, управлять вот в виде вот этого биткоина. Они уже понимают, что доллар, монетарное право у них не существует, они не могут разводить ни доллара, ни евро, ничего, они уже перешли и перевели бюджет уже корпорации Соединенных Штатов Америки на биткоин. После этого, значит, когда они произвели все это дело, они решили все это дело запустить и раскачать при помощи BlackRock и СМИ в мировом пространстве, что вот это новый ход, и вот этот ход, он очень, так сказать, для бизнеса и для всего очень, так сказать, позитивный. И туда все стремитесь и вкладывайте сюда остатки своих торговых денег М9 для того, чтобы они опять притекли вот в этот вот мыльный пузырь, вот эту аферу. Но так получилось, что Божий промысел-то он не ограничен. И он взял и практически стер все эти кошельки в технологии блокчейн, которые они так долго-долго выстраивали. Пошли объявления, столько-то тысяч, значит, ликвидировано трейдеров. Потом объявление, столько-то тысяч, еще там 700 с лишним тысяч было трейдеров, значит, уволено. Только как они могут уволить человека, который имеет свой криптокошелек, кто его брал на работу и принимал? Ну, СМИ, BlackRock качает вот эту лапшу на уши людям, люди это все слушают, что чем-то управляет BlackRock, у них такая позиция у евреев. Они всегда, что бы ни случилось, это они. Это они. Вот никто, только они. Они все это, даже если по ним ударило, все равно это они. Но вот такую держать, так сказать, марку в головах людей, что от них что-то там зависит. На самом деле то только ложь и ложь идет от них. Люди не пострадали, которые имеют свои криптовалюты, практически не пострадали, за исключением мошенничества, похищения этих кошельков, да, которые на сегодняшний день статистика говорит о 52-54%. А кошельки вот эти деструктивные у этих преступных кланов были стерты. После чего эти преступные кланы, так как они стоят и рулят, так сказать, псевдочиновниками вот этой корпорации США и других, так сказать, комиссий, вот этих валютных и так далее, они дернули, так сказать, преступным бандитским способом и сказали: так, айтишники, вы куда дели, вот понимаешь, и, значит, придумали новую аферу, что, значит, на основании того, что они вот туда вот это все вложили, что это у них все это было, но это не их вина, вина айтишников, вот как хочешь, Citigroup, но печатай облигации, а не имея ни биткоина, даже посмотреть это не имея ничего, но они провели, что вот видите счета, сколько израсходовало электричество Америка, Англия и так далее, вот практически все это электричество шло на майнинговые фермы, вот вам расчет, вот столько у нас было биткоин. И тут начался фильм, 3 магнитофона, 2 телевизора, когда они сели уже, кланы, говорить, сколько у кого пропало там вот этих, так сказать, рисованных преступных, значит, цифр, тут уже они вышли не на 20 триллионов, а на 220 триллионов. То есть понимаете, какой идиотизм, какой вообще вот
значит, извращение какое, да, сознание для того, чтобы вот это все дело задекларировать. И все это впулили под Citigroup. И Citigroup на основании этого должен был делать эти облигации. Несколько раз комиссия, так сказать, комиссия, которую они ручную, которую они собрали, президент этой комиссии, председатель, говорил сам: мы-то утвердить утвердили. Но что мы утвердили, я не вижу. Я не вижу ни биткоина, не вижу вообще, что такое этот биткоин и чем он вообще, так сказать, подтвержден. Потом они дали объявление, что они ничего не утверждали, они утвердили вообще другую, так сказать, криптовалюту. Потом третье объявление. У них шла вот это всегда борьба, вот этого криминала, бандитизма, вот с теми, так сказать, ихними, так сказать, преступно подчиненными, так сказать, людьми, которые, так сказать, пытались как-то сопротивляться, они понимали, что они делают международное финансовое преступление. Вот. И на сегодняшний момент произошла такая ситуация, что нет никакого, так сказать, определения никакой комиссии. Да и комиссия что может определить, когда криптовалюта по определению никогда не может быть обеспечением чего-либо. Она может быть только лишь платежным средством, видом платежных средств, но не может быть обеспечительной валютой. И как сказал один мой айтишник, который мало понимает в деньгах, но очень хорошо понимает вообще в крипто всех этих вещах, он говорит: Александр Николаевич, вы понимаете, говорит, я не могу понять, как можно обеспечить чего-то вот этой пустой криптовалютой, потому что это даже не воздух. Воздух можно измерить, взвесить, он существует. Но там, значит, не существует практически ничего. Вот. Поэтому вот этот мыльный пузырь, который он создан на сегодняшний день с биткоином и с вот рядом других продуктов, которые BlackRock, так сказать, очень сильно, так сказать, рекламировал и так далее, все это приведет сейчас к большому вот этому лопанию этого мыльного пузыря. И те, кто не имеет здравого мысли, те, кто, так сказать, кто-то заработал, а кто-то украл, и все сунули вот в эту бездонную яму, все вы, извините меня, на сегодняшний день есть такое русское выражение: лох не лох, так в данном случае вы лохи. Извините, это так. Следующий момент. Вы совершенно справедливо задали вопрос, почему именно первая в мире криптовалюта сделана, да, обеспеченная золотом, то есть криптоксау. Я хочу людям дать всем пояснение такое, что такое криптовалюта, как она сейчас работает. Сейчас я бы не называл криптовалютой вот эти вещи, я бы называл просто крипто. Слово валюта убрал, потому что слово валюта это сразу, это не кошелек, это сразу подразумевает счет банковский. Когда нет банковского счета, но там нет криптовалют, там есть крипто, условная единица, которая зависит от технологии. Вот я задаю вопрос обычному, ну, так сказать, криптопользователю. Вы на сегодняшний день для того, чтобы купить любую, так сказать, криптовалюту, вот крипто, вот эту, вы регистрируетесь на каком-то сайте, открываете там свой этот криптокошелек на ваше имя, имеете пароль к этому криптокошельку, то есть ресурс вам абсолютно знаком, вот, может быть, из вашего обзора, но где эти сервера, где эти ответственные лица, кто вам гарантирует сохранение вот вашей этой криптоединицы и ваших денег, фиатных, которые платежные средства делить, которые вы заплатили за эту криптоединицу, у вас этих данных нет. То есть если вы потеряли свой пин-код, свой пароль от вашего кошелька, вам никто ничего не восстановит. Если у вас украли кошелек, вам никто ничего не восстановит. Если у вас похитили часть средств кошелька, вам тоже никто ничего не восстановит, потому что у вас нет никакой правовой формы для того, чтобы вообще что-либо предъявить. Это ваш риск. Ваш риск на технологии. Если сгорел сервис с этим блокчейном, или сервер, или еще что-то, у вас тоже нет. Ваши миллиарды, миллионы и, так сказать, другие деньги тоже самое сгорели. Забудьте про них и гуляйте дальше, так сказать, для поиска более лучшей жизни. Поэтому, что такое именно золотая криптовалюта, что такое криптобанк? Когда Всемирный суверенный банк ордена госпитальеров по декрету М1 произвел эмиссию, да, золотой криптовалюты и создал первый в мире криптобанк, это абсолютно кардинально отличается от тех криптоплатформ рисковых, в которые вас втянули. Каким образом? Во-первых, для того, чтобы произвести AXM,
Всемирный суверенный банк Ордена Госпитальеров из имеющего, подтвержденного, абсолютно доступного к верификации во владении Всемирного суверенного банка Ордена Госпитальеров системного банковского золота, значит, этого золота была произведена эмиссия мировых резервных валют согласно резолюции М1 номер 1. И эта эмиссия мировых резервных обеспечительных валют, она состоит из золотого доллара, из золотого рубля, из золотого PQ. Да? И вот золотой доллар был взят за основу. Золотой доллар, согласно этой резолюции, означает, что 1 доллар всегда стабильно равен 1 грамму золота, XAU, системному балансовому банковскому золоту. И, значит, вот эта золотая обеспечительная резервная криптовалюта, так как она практически несет в себе состав этого золота стабильно и постоянно, была поставлена на счет, обеспечительный счет вот новой золотой криптовалюты, значит, CryptoXAU AXN. На этот счет было прогружено как раз ровно миллиард золотых долларов. То есть миллиард золотых долларов, где 1 доллар 1 грамм. И этот счет, он обеспечительный счет, он поставлен как эмиссионно-обеспечительный счет и заблокирован в системе банка. И на основании этого технология блокчейн произвела вот соответствующее количество криптовалюты, CryptoXAU XAU, ровно на миллиард криптоединиц, криптовалют, где одна CryptoXAU означает 1 золотому доллару, автоматически означает 1 грамм системного балансового банковского золота. И это вам гарантирует банк. И эта информация абсолютно доступна для других банков, для всей финансовой системы и для владельцев и пользователей криптовалют. Значит, это первое. То есть дальше, что такое эта криптовалюта? В любом случае, как бы не упала вот этот мыльный пузырь, если вы храните свои средства в этой золотой криптовалюте, они у вас сохранятся всегда к 1 грамму системного балансового банковского золота. А это и есть эталон, который всегда был, есть и будет. Это первое. Второй момент. Криптобанк. Что такое криптобанк? В отличие от тех платформ, которые практически никакой безопасности вам не гарантируют, Всемирный суверенный банк Ордена Госпитальеров позволяет вам открыть в вашем бэк-офисе банковский счет, криптосчет. И уже иметь не просто крипто, а криптовалюту, потому что она стоит на счете и учтена в вашем бэк-офисе. Вы можете открыть счет в USDT и можете открыть счет в AXN. Конвертация между криптовалютами USDT и AXN в вашем бэк-офисе происходит автоматически, где 1 AXN стоит 100 USDT. Туда и обратно конвертируется абсолютно пропорционально. Поэтому, единственное, что если вы деньги будете свои хранить в USDT у себя на счете, в криптодолларе, при крушении, а это будет, фиатного доллара и криптодоллара, вы потеряете свои энергии благодарности, свои платежные средства. Если вы деньги будете хранить в AXN, то они всегда у вас будут сохранены в золоте. Это первый момент. Второй момент. Что происходит, в отличие от того рискового случая? Когда вы открываете этот счет, у вас автоматически приходит на вашу почту банковское письмо об открытии счета в USDT и открытии счета в AXN. Что говорит о том, что у вас существует банковский счет. Это уже другая банковская ответственность. Это не какие-то безответственные сайты, которые вам ничего не гарантируют. И эти криптоплатформы и кошельки, которые вам ничего не гарантируют. Вы несли кошелек и потеряли его. Вы никому ничего не предъявите. А это банковский счет, который всегда хранит и имеет историю всего этого дела. Для вас, что очень важно, у вас всегда есть в бэк-офисе вся конфиденциальная ваша бухгалтерская отчетность. То есть выписки со счета, то есть в справке оборота по счетам за месяц, за 3, за 6, за год, за 5 лет, за весь период пользования. Вы всегда понимаете каждое ваше платежное средство, куда было потрачено, кому перевели, откуда были поступления и так далее, и так далее, и так далее. То есть у вас есть документы официальные банковские, которые вам дают уже определенные гарантии о том, что у вас не закроется какой-то криптокошелек.
и не исчезнет куда-то. Самое важное еще – технология. Дело в том, что суверенный банк Ордена Госпитальеров, он имеет свою криптоплатформу. И технология криптоплатформы исключает и теоретически, и практически вообще вмешательство каких-то хакеров и вмешательство каких-то третьих лиц, которые могут залезть в ваш счет или залезть на ваш счет и похитить оттуда средства или похитить ваш счет. Это исключено технологически, то есть теоретически даже это исключено. Следующий шаг, очень важный, который нужно понимать, когда вы открываете любой банковский счет, вообще становитесь клиентом Всемирного суверенного банка Ордена Госпитальеров, вы автоматически становитесь пайщиком Всемирного суверенного союза кооперации Светлая Великая Русь. Всемирный суверенный союз кооперации – это суверенное общество, и оно защищено правом суверена, которое стоит над римским и адмиралтейским правом, и которое еще защищено международными нормами и законами о паевых потребительских кооперативных обществах и союзах. Что это значит? А значит это следующее, что ни один прокурор, ни один президент, ни один там так называемый Центробанк даже не имеет права запрашивать информацию о вас в суверенное поле. Не имеет права, потому что вы уже вошли в суверенное поле. И если он отправляет такой запрос, то этот запрос является уже уголовным преступлением. Сам запрос просто. Я уж не говорю про ответ, который они получат. Поэтому, когда вы находитесь в своем, открываете этот счет, вы становитесь пайщиком суверенного общества. И все остальные нормы находятся под вами, внизу. Они вас не регулируют. Вас регулирует право суверена, естественное божественное право, и вас регулирует еще координирует, так скажем, международные нормы о паевых потребительских кооперативных обществах и союзах, которые запрещают выдавать любую информацию о пайщике без его письменного или устного, так сказать, распоряжения. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому деньги, которые вы переводите к себе на счет, или кто-то переводит вам на счет, так или иначе, в любом случае, это платеж, который классифицируется как паевой взнос. А что такое паевой взнос? Паевой взнос – это абсолютный платеж, который контролирующий, так сказать, на основе римского и адмиралтейского права органы и регуляторы не имеют права накладывать какие-либо обременения или какие-либо сомнения к паевому взносу. Потому что так устроен закон, так устроена норма права, которая сформирована на платформе права суверена и не может, так сказать, с уровня римского и адмиралтейского права не может нарушаться, это раз. И второй, не может координироваться и изменяться с уровня римского и адмиралтейского права. То есть это стабильная защита вас и ваших энергий благодарности, которые мы называем деньги, и вашего имущества, так сказать. Потом, когда вы покупаете что-либо со своего счета из Всемирного суверенного банка Ордена Госпитальеров и его системы, то этот платеж с вашего счета в любую другую, так сказать, в любой другой банк, который не состоит в Всемирном суверенном союзе кооперации Светлая Великая Русь, этот платеж идет классифицируют как паевая собственность вашего суверенного общества. То есть это чистота денег номер один в мире. Вы понимаете, о чем идет речь? Вот эти вещи нужно знать. Когда вы знаете эти вещи, когда вы разбираетесь в них, и любой вопрос, который вам будет задавать какой-то банк или какой-то там Центробанк, вы должны правильно уметь на него ответить из того, что я вам сказал. Написать документ, что вы пайщик Всемирного суверенного союза кооперации, что деньги, которые вы переводите, являются паевым взносом и не могут подвергаться комплайс. И деньги, которые вы платите и покупаете что-то, либо переводите куда уже из системы Всемирного суверенного союза кооперации Светлая Великая Русь, является чистотой денег номер один в мире, которые не могут подвергаться никаким сомнениям. Это очень важные моменты. Теперь, в принципе, я немножечко разъяснил вам, что такое золотая криптовалюта, да, CryptoXAU, AXM, чем она отличается. Это практически
очень хорошая ступень в переход на золотой стандарт и уже в технологии блокчейн, как платежных средств, да, современных таких и так далее. И все остальные фиатные криптовалюты, они практически запрещены М1 к обращению, и они в ближайшее время они все рухнут. То есть ручное управление и вот это фейковое, искусственное, так сказать, поддержание несуществующих торговых индексов, которые сейчас выполняют, значит, вот преступники которые лишены уже всех прав, но продолжают свои деструктивные действия. Этот вариант, он просто тупиковый, он мертвый, этот вариант. И при помощи этого варианта они преследуют только одну цель – хапнуть из-под вас торговые деньги, остатки М9, те, которые еще работают пока в системе ЧИПС, то есть в кэшевой системе, и выгребсти из-под других людей, которые и групп финансовых, которые в этом мало разбираются, вот, для того, чтобы, ну, они так устроены, воровать и грабить, надувать пузыри, лопать их, и следующие пузыри лопать. Только раньше такая у них деструктивная технология проходила, потому что было пополнение кэшевых фондов из Global Finance System. На сегодняшний день в Global Finance System невозможно ничего поставить в монетарную денежную систему. Это все закрыто, заблокировано М1, Widespread Boy, и любые попытки воровать оттуда с наших счетов активы и деньги, они приводят к летальным и тотальным последствиям тем, кто это пытается сделать. Все деньги на сегодняшний день, все активы отозваны из-под вот этой деструктивной структуры фиатной, да, в мировой финансовой системе, и поставлены практически все в новой эмиссии во Всемирном суверенном банке ордена госпитальеров. Вообще слово «актив» происходит, это энергетическое слово. Это там, где энергия, там происходит актив, они активные, да, они дают ход, и пространство, и сознание, в том числе и система, как вы называете, искусственный интеллект, начинает принимать эти активы, потому что у них есть соответствующая энергия, и они используются правильно. Это очень важный момент на сегодняшний день. И вот эти все активные деньги находятся сегодня во Всемирном суверенном банке госпитальеров. И сейчас идет процесс уже трансформирования, передачи этих денег тем странам, которые в принципе вот это в кавычках, так сказать, элита, она далеко не элита, это, я бы сказал, правильно, вот один блогер говорит, шизофреники, так сказать, которые считают себя, так сказать, элитой, они списали очень многие нации, народы, племена и рода, очень многие страны, поделили их на категории, эти категории, так сказать, они хотят зачищать и ликвидировать, то есть они занимаются просто человекоубийством на земле. И слава Богу, народ начал просыпаться и в Европе, и везде, и понимать вообще, а кто это такие, кто вообще там управляет всем. Детей не имеют, глупости какие-то несут. Все, что каждое их движение направлено против человека, против народа, любое их движение. Ничего не сделано за последние 30 лет в пользу народа. Так как что на территории Советского Союза, вот этой английской фирмы Российской Федерации, которую мы сейчас забрали, санировали и выкупили, да, не вот этими, так сказать, поставленными, так сказать, руководителями, которые все замкнуты на ложу Абейтон, которую возглавляет вот этот Майкл Рокфеллер, да, и ложа криминальная, и ее члены криминальные, все они преступные, все террористы, все вне закона находятся. И их, так сказать, инструменты, BlackRock и все остальные, которые, в принципе, был основным контрольным органом в международной индустриальной финансовой корпорации «Земля», которую возглавлял когда-то ныне уничтоженный полностью киборг Дэвид Биджи Ротшильд, да, со всей его бандой, так сказать. И надо понимать, что так сказать, время врагов человеческих на Земле закончено. Человечество полностью свободное, человечество должно это осознать, принять, понять это дело. И человек должен понимать, что не бывает, не надо жить пустотой, потому что если ты будешь сам пустой, будешь пустотой жить, вот этой фиатной, то в пустоту и превратишься. Поэтому нужно делать все правильно, нужно переходить на золотой стандарт, потому что этот золотой стандарт, он абсолютно
четкий, он идет от понимания не золота, которое в фильмах при помощи там, убийств и крови отнимали друг у друга там, и перетаскивали с места на место. Все эти железяки, они пустые. Эти железки все, и все эти бумажки, напечатанные на поверхности, они лишены актива, они не активны. Золото неплохой проводник, но туда надо ставить актив. А это уже выполняет духовный уровень управления. Вот этот глазик над пирамидой, который Ротшильды и Рокфеллеры вложили кучу денег, чтобы его задемонизировать, этот глазик, чтобы превратить из земной системы управления какой-то ужас, кошмар там, и подхватили, так сказать, другие блогеры, все это используют, сами ни хрена не разбираются вообще, что к чему, что это все наши символы, что есть инский поток, янский поток, земная пирамида. Чего же вы тогда египетские пирамиды не нарисуете, что это плохо, или там уральские пирамиды, там сибирские, там азиатские, там и так далее. То есть, ну это чушь и глупость просто-напросто, невежество, которое вам впихнуло в голову вот это вот каббалистический Голливуд и вся их, так сказать, деструктивная пропаганда вот этой компании BlackRock. Значит, поэтому вот этот глазик, который над пирамидой, который отделен воздушным пространством, это и есть как раз духовное управление. Это как раз spiritual. Это как раз white spiritual boy. И проникнуть в это духовное управление вот этим врагам человеческим просто невозможно. Понять это духовное управление тоже невозможно. Потому что у них были свои деструктивные технологии, примитивные. А у человечества, у живого сознания есть технологии высшие, небесные, которые они не способны осознать. Поэтому и эти технологии все находятся в вас, дорогой мой народ, дорогие мои любимые люди. Вы просто их пока не осознаете. Это ваше детское сказочное сознание, которое вы забыли, как включать. Вас погрузили в деструкцию и уныние. А это очень страшная ошибка. Или ошибка – это грех, как говорили греки, да, раньше. То есть это очень страшная ошибка и страшный грех. Вы выходите из этого состояния, включайте ваше сознание. Все делается для вас. Вы увидите, как в будущем будет развиваться вся монетарная система, как будет развиваться система РА М0, М1 XCU, да, то есть М1 и Всемирного банка госпитальеров, Государственного банка СССР и так далее. И все это будет сделано для народа, для вас. Всем это получите вы, и всем вы этим будете пользоваться. Без всяких там таких, так сказать, поганцев, которые занимались господством за место власти на земле. Власть – это народ, в ладу держать народ, а господство – это унижение, угнетение человечества. Вот этим господством занимались вот эти киборги, которые не являются людьми, не являются одушевленным предметом, у них нет души. Значит, они не одушевленный предмет. А неодушевленный предмет, вообще, так сказать, даже стирание этого одушевленного предмета, это не попадает ни под какие, так сказать, ну, я не знаю, неправильные, так сказать, вещи, даже из разряда уголовного, гражданского кодекса и так далее. Это вкратце, так сказать, шутил. Александр Николаевич, я хотела бы еще к вам обратиться как к главному мировому казначею за разъяснениями. Наряду с Всемирным суверенным банком Ордена Госпитальеров, который объявил и произвел эмиссию золотой криптовалюты, Государственный банк Союза Советских Социалистических Республик также объявил о готовности к эмиссии своей государственной золотой криптовалюты. Мы знаем, что код присвоен этой криптовалюте РАМ. И вот хотели бы узнать, какие блага и какую пользу принесет нам, всей нашей стране, нашему народу, введение вот такой вот золотой криптовалюты. Хорошо, это очень правильный вопрос. Этот вопрос, он даже немножечко, он практически лежит в той же форме, что я отвечал по непосредственно CryptoXAO, да, AXM. Вот криптовалюта, которая произведена уже в Государственном банке, я тоже отвечу. Дело в том, что Государственный банк СССР – это практически второй в мире криптобанк со своей суверенной платформой, то же самое, как и банк госпитальеров. Это не единая платформа, это две разные криптоплатформы, которые имплементированы и интегрированы и имплементированы в банковскую, классическую банковскую систему, software. И все те же преимущества, которые я объяснял по банку госпитальеров, сохраняются также и в этом банке. Но есть еще дополнительные вещи. Какие дополнительные вещи? Если банк госпитальеров как суверен объявил это на весь мир, то Советский Союз это единственная, я бы сказал, на сегодняшнем мире суверенная страна, потому что все остальные
страны незаметно превратились в корпорации и ушли не вверх к Всевышнему Богу в развитии, а ушли вниз, опустились в адмиралтейское право торговое, базарное и превратились вот в эти компании, корпорации, так сказать, и где, естественно, уже человек стал физическим лицом там, или еще что-то, в общем, ушел в полную деструкцию, дурилку и это самое, значит, и ложь, так скажем. Вот все-таки чем хороша вот эта советская государство, она, во-первых, государственная криптовалюта. Когда она государственная криптовалюта, то уже это так же, как и золотой советский рубль, он имеет статус еще подтверждения, помимо того, что его подтвердил М1, как главный владелец и регулятор всей мировой финансовой банковской системы, подтвердил его Всемирный суверенный банк ордена Госпитальеров, как суверенный банк, который главный регулятор мировой банковской системы, главный исторический банк, да, и генеральный менеджер по управлению всеми мировыми активами. Плюс ко всему, это еще подтвердила великая страна-суверен СССР, как государство. И уже криптовалюта, которая была имитирована в Государственном банке СССР и обеспечена уже золотым советским рублем, да, резервной обеспечительной валюты, то же самое по той же пропорции, 1 грамм, 1 рам и так далее, золото, которое я уже объяснял, она еще имеет и государственный статус. Для чего это нужно и для чего это сделано? Дело в том, что на сегодняшний момент мы видим очень с вами уничтожающиеся остатки вот этой структуры фиатной системы банковской. Это правильный процесс, он должен происходить. На этом фоне нам нужно давать альтернативу, поднимать систему переходной модели Базель-3 и систему золотого стандарта. Чем мы, в принципе, это и делаем. Это все изложено в документах М1, в резолюциях, приказах и в постановлениях, которые М1 и декретах, которые он, так сказать, издает, да, в этом плане. Там все эти пути описаны. И, так сказать, этот процесс преобразования, перехода идет. Поэтому, что во Всемирном суверенном банке ордена Госпитальеров, что в Госбанке СССР, существует несколько контуров валют. Есть контур, оставшийся пока фиатного платежного средства, потому что народ нельзя оставлять без возможности купить хлеб в магазине. Да? Есть контур переходной валюты, то есть это называется, ну, к примеру, доллар называется USDB. USDB, почему? US это доллар, а B это Базель 3. Он частично обеспечен по стандартам Базель 3, Tier-1, Tier-2, Tier-3 золотом. Это уже другая валюта, она уже имеет право до конца 2025 года нормально, так сказать, работать. И уже золотой контур, где криптовалюта, где существует резервная криптовалюта и государственная внутренняя резервная валюта, обеспечительная валюта, и государственная внутренняя валюта, которая, допустим, у нас вот сейчас по декретам высшего органа государственной власти Советского Союза суверена ГКЧП по законам военного времени была определена как уже собственность практически Советского Союза в лице Госбанка СССР билет Банка России. Потому что Россия это слово наше, оно никаким англичанам там, и никаким, я не знаю, вот РФовцам не принадлежит. У нас в РСФСР всегда была Россия, да. Россия это центр Руси, как был, и поэтому Союз нерушимый Республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Только век это не 100 лет, а 1000 лет. Надо это, так сказать, немножко понимать и расширить свое понимание в этом плане. Вот. И поэтому здесь происходит такой момент, что для того, чтобы шла правильная международная, так сказать, правильная международная возможность, да, и платежной ликвидности советских денег, советских средств, и как раз была выстроена вот эта вот государственная криптовалюта. То есть в замысле стоит такой момент, что вот это, и она сейчас, по-моему, уже функционирует, мне надо проверить, что криптовалюта RAM может легко покупать AXM. AXM может легко покупать RAM. И в связи с этим могут проходить все платежи. Надо же понимать то, что санкции, которые, так называемые санкции, которые здесь очень сильно поддерживает американская фирма Центробанк РФ, которая сильно поддерживает американское правительство РФ, и который сильно поддерживает американский Кремль РФ, да, и американские, так сказать, все американское. Почему? Потому что, так сказать, так было сделано. За эти 30 лет полностью контроль был сделан со стороны, так сказать, Великобритании, Америки, так сказать, и еврейского надзора. То есть это такой преступный сговор,
потому что практически корпорации США все находятся под сионизмом, под еврейским, так сказать, направлением, да, радикальным сионизмом находится Англия, соответственно, Ротшильды, это сионизм, центр сионизма, под управлением, так сказать, Бней Брит, над иудейского жречества, так называемого. Вот, и Ватикан, это все сионистские центры, все еврейские сионистские центры по захвату светлого рода человеческого и, так сказать, заговора на уничтожение человеческого. Я рассказывал во многих интервью до этого, что это такая-то более глубокая тема, она, сейчас не будем отвлекаться, будем говорить про финансы. Поэтому на сегодняшний день надо понимать, что санкции Советскому Союзу никто не сможет предъявить. Потому что это, во-первых, суверен, ему санкции не предъявишь. Долги СССР не предъявишь, он суверен, он сам может признать долг или не признать долг. А вот потребовать долг он как суверен может всегда. Неважно, что делали мошенники в виде еврея американской РФ, здесь, да, с Хаббат, с хасидами секты Хаббат, да, которая тут, так сказать, на сегодняшний день превратила Россию в пространство нескончаемых синагог. Да? И, значит, так сказать, и в любом случае Советский Союз как суверен, он будет всегда прав. А он реально прав. Только советский народ почему-то не понимает своего счастья, прогрузив в голову вот этот вот театр, в котором он жил 30 лет с лишним. Да? Я сравниваю это с фильмом «Санта-Барбара». Он туда вошел, стал гражданином фирмы, причем не хочет читать даже документы. То есть он настолько обезумели вот некоторые наши граждане, мне неосознанно. Мне их так жаль, честно говоря. Я смотрю на них, а они даже, я говорю, не надо там слушать меня или еще как-то. Возьмите документ, основополагающий, включите юридическую правовую логику, прочитайте, изучите. Мы же вам не говорим это где-то с забора или там с потолка. Мы вам рассказываем абсолютно юридические правовые факты, которые есть в документах. Их просто нужно уметь читать. И нужно понимать это, иметь голову на плечах и здравомыслие. То есть просыпайтесь, выходите из этого зомби-состояния. Иначе, что такое гражданин фирмы? У фирмы нет гражданина, у фирмы есть товар. Поэтому маркер на лоб, на руку и так далее. Вот что такое. То есть человек уже становится как товаром. Они же братьев наших меньших животных сделали уже товаром. И вот сейчас хотят сделать такое же самое с венцом творения, с детьми Божьими, с родом человеческим. Этого не получится, этого не пройдет. Поэтому никаких санкций никто не может предъявлять Советскому Союзу. И никаких санкций никто не может предъявлять Госбанку СССР. И никто не может возразить, что все граждане, всех вот этих вот фирм, которые здесь, преступных, которые образовались на территории, на суверенной территории великой страны, суверенный Союз Советских Социалистических Республик, все эти так называемые люди, которые носят какой-то документ, который является лишь только офертой по работе с этой корпорацией, да, где один листочек они воруют, вот, то никто не может возразить, что они все являются гражданами СССР. И те, кто родились в СССР, даже после 90-х годов, 2000-х годах, они все равно граждане СССР. И сейчас рождаются граждане СССР. И каждый гражданин СССР это и есть владелец своей страны, это и есть владелец активов страны, который постоянно и до сих пор продолжает продавать, да, не продавать, сейчас не платят, у них нет монетарных возможностей платить. Они сейчас просто тупо вывозят нефть, газ, за рубеж вывозили. Менять уже не знают на что. Там, во-первых, там те средства, которые они получают за рубежом, они также встают под блок, система их блокирует, они какие-то копейки оттуда имеют. В общем, просто-напросто вывозят вот задарма достояние народа, да, нашего, нашу собственность с вами вывозят. Плюс ко всему, сейчас вот поднимали вопрос, а давайте на бананы менять. Да, есть такой этот Габбельтон, да, лорд в Англии, который банановый король, объявил, что весь банановый бизнес в мире принадлежит ему. Вот с лордом Габбельтоном менять энергетические нефтепродукты и газ на бананы, на цветочки менять, конечно. Ну, что, народ научится есть и цветы, и шипы начнет отваривать, так сказать, с роз и так далее. Наверное, таким образом. То есть сумасшествие этих идиотов, извращенцев, да, шизофреников бездушных,
ну, наверное, вообще не имеет никаких каких-то там предполагаемых границ, да, оно просто извращенного, я по-другому назвать не могу. Я не понимаю эти аналитические центры ФСО, которые там сидят на 40-м этаже вниз, другие аналитические центры. Вообще, есть ли там сознание у кого-то? Есть ли там у кого-то разум, душа, хоть одна извилинка в голове? Мне кажется, ничего абсолютно нет. Есть деструктивная глупость, есть деструктивные шаги, и соревнуются они, кто чего глупее придумает. Вот вся эта система. Поэтому, вернувшись к вашему вопросу, так я немножко покрасил ситуацию, чтобы понимали, на самом деле, что к чему и как происходит. Я вам хочу сказать, было выступление, так сказать, где-то месяцев 8 назад или около года Энтони Блинкена, когда его в Генеральной Ассамблее ООН призвали к тому, что, значит, вы понимаете, вы на каком основании организовываете санкции против члена Совета Безопасности ООН, Российской Федерации, которая, так сказать, является членом Совета Безопасности, в нарушении протоколов ООН, и нужно разрешение Совета Безопасности. Блинкен остановил, говорит, стоп, ребят, стоп. Мы сейчас с вами о чем говорим? О Советском Союзе или о Российской Федерации? Я, говорит, если мы говорим о Советском Союзе, это сверхдержава. Ее граждане суверенные и свободные могут перемещаться по всему миру, покупать все, что угодно и так далее, и так далее. Мы не имеем права даже организовывать международные санкции против Советского Союза, потому что это член Совета, основной учредитель и член Совета Безопасности ООН. И для организации этих санкций нужно решение Совета Безопасности ООН как минимум, да, и то еще это под вопросом. Санкции происходят только на том основании, что существовала, сейчас мы ее выкупили, санировали и выкупили, повторяю, существовала фирма английская такая, Российская Федерация, которая была зарегистрирована на Вирджинских островах и которая являлась корпорацией Великобритании на суверенной территории СССР, где управляющим корпорацией был выставлен председатель правительства, так называемых, частного правительства, частные ЧОПы в виде всех псевдоорганов государственной власти и, так сказать, президент этой корпорации, которая так вот устроена для дурилки народа, что происходят якобы какие-то выборы и так далее, и так далее. Тем более Единой России. Вот я в своем городе еще 7 лет назад спрашивал, какая посещаемость на выборы? 10% была 7 лет назад. Я сейчас вообще не знаю, какая посещаемость. На каком основании с 10% посещаемости можно делать какие-то вещи? А пишут 90%. Понимаете, все это, во-первых, вранье, это вот прикрытая ложь, кривда, обман. То есть, по большому счету, это сепаратизм, экстремизм, терроризм. Другими словами это не назовешь. И на сегодняшний момент Энтони Блинкен четко подчеркнул, что это санкции суверенной, как бы в кавычках тоже про Англию, в кавычках, суверенной страны по отношению к своей корпорации Российской Федерации. Понимаете, почему? Вот. И люди настойчиво, посмотрев какие-то пропагандистские каналы там, и так далее, не могут понять, что и там все организовано евреями. И с этой стороны, и с той стороны все делают вот это секты, хасидские секты. Хават Любавич, они исполнители всего этого, так сказать, цирка. У них уже денег нет, они с базаров последние собирают. Откуда-то еще фальсифицируют всякие платежи. Но пытаются продолжать вот этот вот догматичный театр по уничтожению человечества. Все, этот театр остановлен. И мне к вам рекомендация, так сказать, лица, которые натянули на себя маскарад, исполняющие функцию государственной власти, да, на суверенной территории великой страны суверенной Союз Советских Социалистических Республик. ГКЧП уже давно провел все в правовой форме, в международной форме. Вы все документы читали. Я прошу вас, вчитывайтесь в эти. Я сам читал эти документы, они прекрасны, правильные нормы, все абсолютно правильно, все на правовой платформе стоит. И вам надо бы это дело учитывать и перестраиваться. Потому что дальше так развиваться не может. Человечество просыпается. Вы его не остановите ни своим оружием, которое вы установили в качестве антенн здесь, и пытаетесь, так сказать, воздействовать на людей. Все эти технологии будут остановлены. У вас не будет средств манипуляций и контроля светлым родом человечества. А вот справедливое возмездие света от людей и человечества вы получите в полном объеме. В полном объеме. Поверьте мне, оно не будет таким милосердным и сострадательным, как вам кажется. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы одумались и перешли, так сказать, более-менее адекватный формат и пригласили к себе в советники там, и так далее, в ваших фирмах, хоть адекватных людей, которые вам будут
правильные вещи, подсказывать, куда дальше двигаться. Вот, и как можно больше в простом народе, чем вот в вашем, так сказать, соответствующем окружении. Поэтому сегодня один выход только у Советского Союза, у России, РСФСР России, так сказать, и любых людей, находящихся здесь, даже тех, которые здесь работают против России, это как они вот, кто кричит за Россию, они как раз против России в основном и работают, не понимая этого. Кто не понимает, кто осознанно. Поэтому в этом плане я хочу вам подчеркнуть, что выход один – Государственный банк СССР. В нем уже есть деньги, абсолютно правильные, абсолютно обеспеченные всеми нормами права, проведенные по всем системам, и они стоят на счетах Государственного банка СССР. Эти деньги хватит, они приготовлены для страны, для народа, для программ, для странообразующих, республикообразующих программ, да, экологических программ, индустриальных, промышленных программ, которые необходимы сейчас нашей стране и нашему народу. Вот эта фейковая организация ЦБ РФ, которая руководится из Вашингтона, и все, кто прикрывает эту банду, да, так сказать, вот эти актеры все, у них осталось очень мало здесь времени. Я думаю, что в скором времени, так сказать, если успеет убежать, это будет очень хорошо. Поэтому я вас последний раз обращаюсь, так сказать, с этим вопросом к вам. Я хочу сказать, что вот эта криптовалюта государственная, она очень нужна. Она будет одним из вариантов вот, международных транзакций мостов между нашими банками и, так сказать, и в том числе и способом сохранения средств платежных энергий вот этих нашего любимого народа.